Если вы хотите узнать десяток новых английских ругательств, то спросите любого британца, что он думает о своем премьер-министре Лиз Трасс. Она сейчас как раз досиживает последние дни в своем кресле. Авторы Times интеллигентно ставят звездочки, когда приводят слова политиков и ситуации в стране, а обозреватели консервативного журнала Spectator уже перестали стесняться, сами вворачивают в колонки грубые эпитеты. Про твиттер и блоги даже говорить не надо. Политик-консерватор, которая хотела стать новой железной леди, копируя наряды и интонации Маргарет Тэтчер, действительно войдет в историю, но совсем не так, как хотела. Она более чем вдвое сократила рекорд самого короткого премьерства в британской истории. Джордж Каннинг, предыдущий рекордсмен, пробыл на посту главы правительства 119 дней и на нем же умер от чехотки летом 1827 года. Трасс объявила об отставке на 45-й день премьерства и уступит должность преемнику на этой уже неделе. Сегодня мы попытаемся разобраться, как Лиз Трасс удалось всего за пару недель чуть не обрушить экономику аж целой Великобритании, вызвать мощный партийный кризис и породить сотни мемов. Какие ошибки она допустила и как так вышло, что вся страна ополчилась на премьера, которого только что выбрали. Сейчас все это обсудим, но сначала маленькое объявление. У нас вакансия. Для нашего большого проекта по Второй мировой войне мы ищем человека, который прекрасно знает кинохронику того времени и очень хорошо умеет искать нужные материалы, ну и может найти тот самый кадр из фильма 41 года. Можете отличить Чемберлена от Черчилля, а Жукова от Рокоссовского, а также разбирайтесь в военной технике, чтобы не путать тигры и пантеры. Тогда вам к нам. Желательно, чтобы вы умели работать с такими сервисами, как Netfilm и Archive.org. А также, чтобы вы могли выбрать те самые 5 секунд из часового видео, которые нам нужны. Если вы историк и работали с конкретными видеоархивами по временам Второй мировой войны, вообще отлично. Или имеете опыт похожей работы в документальном кино, тоже вы наш идеальный кандидат. Ну и даже если нет, можете попробовать. Работа интересная и интенсивная, а главное срочная. Приступать надо прямо завтра, а лучше сегодня. Если вы узнали себя из описания, то заполните форму под роликом, и если вы подходите, мы оперативно с вами свяжемся. Теперь к ролику. Для начала ответим на вопрос, а кто, собственно, выбрал Лиз Трасс и дал ей мандат на правление? Лидеры шестой экономики мира выбрали лишь 80 тысяч человек. Это меньше 0,3% всех взрослых британцев. Но это 57% от голосовавших членов консервативной партии. Ее еще называют партией Тори. Когда в Великобритании правящая партия вынуждена менять лидера, вовсе не обязательно назначать новые выборы в парламент. Считается, что партия сохраняет полученный от народа мандат, а вопрос о том, кто будет руководить партией, ну и страной, чисто внутрипартийный. Простые британцы, которые платят членские взносы этой партии, получают право выбирать главу из 2 финалистов, которых определяют члены парламента. Чтобы получить право голоса, нужно зарегистрироваться в партии, оплатить взнос в 45 фунтов в год, и все. Через месяц можно выбирать премьера. Трасс не была особенно популярна среди депутатов Тори. От членов Палаты общин больше голосов получил ее главный соперник Риши Сунак. В кабинете Бориса Джонсона он был канцлером казначейства, по-нашему министром финансов. Его личное состояние оценивают в 200 с лишним миллионов долларов. В прошлом он был успешным инвестиционным банкиром, а женат вообще на дочке индийского миллиардера. Понятно, почему на дебатах он называл экономический план Трасс опасными сказками. Liz, we have to be honest. We have to be honest. But borrowing your way out of inflation isn't a plan, it's a fairy tale. Он предупреждал, что дело кончится плохо и для нее, и для страны. Но его не услышали. Преимущественно не молодые, не бедные и почти исключительно белые англичане, поддержавшие Брексит и составляющие костяк консервативной партии, предпочли недостаточно компетентного политика-популиста, эмигранту индийского происхождения. Пусть и иммигрант он лишь в 3-м поколении. Накануне экономической рецессии Трасс пообещала им и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. То есть сильно увеличить расходную часть бюджета, одновременно снизив налоги. И тут уже не вышло у Трасс. Если в 2 словах, то причина ее отставки именно в этом. Экономический популизм – это в целом плохо,
а в момент кризиса и при рыночной экономике плохо вдвойне. И стоит признать, что Борис Джонсон оставил своей преемнице незавидное токсичное наследство. Со стороны может показаться, что Трасс приняла экономику королевства в нормальном состоянии и за пару недель довела ситуацию до полного кризиса. Но это не совсем так. Доллар укреплялся, а курс фунта падал еще при Джонсоне. Из-за роста цен на нефть и газ инфляция летом росла по всей Европе, а в Великобритании чуть ли не быстрее всего. Сейчас она достигает 10%, а к концу года Банк Англии обещает вообще все 13%. Сказался тянущийся эффект очень вредного для Британии Брексита, помноженного на последствия пандемии, когда всем раздали очень много денег, и теперь, конечно, они приводят к инфляции. В стране объективно не хватает рабочих рук, почти не растет производительность труда, а инвестиционный климат тоже оставляет желать лучшего. Именно эти проблемы Трасс и собирался решать, составляя свою программу. Снизить налоги и бюрократические преграды для бизнеса, дерегулируя экономику. После Брексита можно действовать смело, правила Евросоюза больше соблюдать не обязательно, так что дорога открыта. Рынок сам разберется, как там лучше, а правительство пускай в это не лезет. Инвестиций будет больше, конкуренция станет свободнее, экономика начнет расти, и в итоге все заживут лучше. Идея казалась многим смелой и даже дерзкой, да и в вакууме она не так плохо звучит. Но здесь были очевидные риски, на которые предпочли закрыть глаза. По прогнозам, из-за роста цен на газ к январю средний счет британских домохозяйств за энергию должен был вырасти до $6000 в год. В 4 раза за 12 месяцев. Ответом Трасс стали субсидии. И для простых людей, и для бизнеса. Правительство планировало заморозить рост тарифов на 2 года и потратить $170 миллиардов на компенсацию разницы в тарифах для энергетических компаний. Вкупе с планом Трасс по снижению налогов, который обошелся бы бюджету в $50 миллиардов в год, получаем больше $250 миллиона за 2 года. Что могло пойти не так? Я готова быть непопулярной. То, что для меня действительно важно, так это британская экономика. С этими словами Лиз Трасс начала свой путь премьер-министра, готовая к смелым реформам. 23 сентября Квази Квартенг, новый канцлер казначейства, назначенный Трасс, опубликовал проект мини-бюджета. Это некий план по борьбе с кризисом. Такой пакет мер, который будет принимать правительство. В него вошли как раз те самые предложения по снижению налогов. Не повышать корпоративный налог с 19 до 25%, как собирался Сунак, когда еще рулил Минфином. Базовую ставку подоходного налога собрались снизить с 20 до 19%, а максимальную с 45 до 40%. Не повышать акцизы на алкоголь, вернуть туристам возможность возвращать НДС и много других таких интересных мер. В итоге, напомним, это все должно было обойтись британской казне в $50 миллиардов в год. Одновременно с этим правительство подтвердило, что не станет замораживать тарифы на электричество и газ сразу на 2 года, а заморозит его только для потребителей и будет само компенсировать затраты поставщиков электроэнергии. Оборонный бюджет, который Джонсон вроде бы собирался увеличить тоже и вроде бы недостаточно увеличил или вообще не смог, обещали тоже официально довести до 3% от ВВП к 2030 году. Это еще 22-23 миллиарда долларов в год. В общем, что Трасс обещала, то и сделала. Вернее, еще раз заанонсировала, что сделает. Но тут не только у экономистов и бизнесменов, даже у обывателей возник резонный вопрос. А как за все это платить? Чем затыкать дыру в бюджете? Налоги ниже, значит денег в бюджете меньше. Когда пойдут цены на газ вниз, тоже непонятно. Правительству много предстоит компенсировать, а тут еще и повышение расходов на оборону. Так за чей счет банкет? Может быть, в этом самом мини-бюджете содержался ответ на этот вопрос? Например, сокращение расходов на какую-нибудь другую сферу или расчеты, которые точно все объяснят и расскажут, как это все будет работать. Но нет. В мини-бюджете ни слова нет о том, откуда Трасс собирался брать эти деньги. Правительство успокаивало граждан, обещая, что после яркого анонса все эти скучные подробности с цифрами опубликуют в конце ноября. То есть, просто еще пока не готовы. Но экономисты же быстренько подсчитали, что единственный способ, который реально поможет закрыть такую дыру в бюджете, это повышение государственного долга за счет выпуска новых облигаций. А все обещания Трасс, что в стране просто станет гораздо меньше чиновников, а оставшиеся будут работать эффективнее, это лишь капля в море. Так десятки миллиардов не сэкономишь. Инвесторы, глядя на все это, решили, британской экономике скоро будет плохо.
Страна окажется в долгах, инфляция станет еще выше, ничего хорошего ждать не приходится. В головах бизнесменов, инвесторов и вообще всех, кто вкладывал деньги в экономику Британии, возникла одна и та же мысль. Нужно срочно продавать все свои британские активы и активы, номинированные в фунтах, пока их можно продать хоть по какой-то разумной цене. На заявлениях министра финансов стоимость акций британских компаний сразу начала падать. Обесцениваться стали и государственные облигации, указывая на повышенную вероятность дефолта. И правда, зачем покупать облигации у государства, у которого вот-вот появится огромный долг? Было подсчитано, что суммарно тогда британские рынки потеряли почти $500 билиона. Часть тех потерь уже отыграна обратно, но факт остается фактом. Тем временем курс фунта стерлингов рухнул до самого низкого значения за всю историю. Британская валюта почти сравнялась с долларом, чего не бывало еще никогда. Совсем не весело, учитывая, что у страны отрицательный торговый баланс. Великобритания больше покупает за рубежом, чем экспортирует. Под ударом оказалось множество финансовых институтов, куда люди несли свои деньги. Например, сильно пострадали пенсионные фонды, которым пришлось срочно продавать государственные облигации, чтобы быстро зафиксировать потери. По их процедурам они обязаны это делать при определенном росте процентной ставки по этим облигациям. Банки в реальном времени повышали ставки по ипотеке, вызвав панику еще и на рынке недвижимости, где цены и без того слишком высоки для простых граждан. Распродажа ценных бумаг, отток инвестиций, пенсионные фонды и страховые компании вот-вот рухнут, а с ними, глядишь, и вся экономика Великобритании. Был высок риск того, что в экономике возникнет порочный круг. Правительству придется больше занимать, чтобы хоть как-то заткнуть дыры, но будет сложнее расплатиться по своим долгам на фоне инфляции и роста доходности по облигациям. А для этого надо будет еще больше занимать. Причем я хочу подчеркнуть, такую реакцию вызвала только публикация плана Трасс. Налоги и прочие изменения еще даже и близко не успели вступить в силу. Рынок действительно все порешал, в том числе и дальнейшую судьбу Лиз Трасс. Успокоительные заявления правительства не смогли успокоить шторм, и в ситуацию пришлось вмешаться Банку Англии. Он резко поднял ставку и скупил государственные облигации, которые все так жаждали продать, аж на 65 миллиардов фунтов. Это слегка стабилизировало рынок. Было понятно, что это ненадолго, но кабинет Трасс не собирался отступать от озвученного плана. В правительстве понимали, что все пошло не так, как хотелось бы, но Трасс продолжала настаивать, что реформы сработают. Премьера критиковали не только за возникший хаос на рынках, но и за то, что ее шаги расширит пропасть между богатыми и бедными и в первую очередь улучшит положение состоятельных британцев. Квартинг и Трасс отвечали на обвинения мало, вяло и довольно странно. Мол, добьемся экономического роста, хотя все данные говорят, что никакого роста не будет, будет рецессия. А они говорили, что мы, мол, добьемся, и блага начнут просачиваться сверху вниз, от богатых к бедным. А то, что цена заимствований растет, так это результат действий Путина внезапно, из-за которого по всей Европе, инфляция. We do face really tough times. We've got the appalling war in Ukraine perpetrated by Putin, which has raised energy prices. We have the aftermath of COVID, which caused a huge economic shock to the global economy. Здесь как никогда сказалось отсутствие у Трасс ораторского мастерства. Если харизматичный Джонсон ловко уходил от жестких вопросов и обвинений, отшучивался, беззастенчиво лукавил и старался не дать поймать себя на слове, то Трасс делала неловкие паузы во время интервью, монотонно повторяла заученный текст и твердо заявляла, что не пойдет на попятный, чтобы через считанные часы отменить принятое решение и пойти ровно в обратном направлении от заявленного. Против всплоховавшего, но не желавшего это признать премьера ополчились и вчерашние союзники, и общественное мнение. Оппозиционная лейбористская партия обошла консерваторов в вопросах еще на фоне скандала с ковидными вечеринками, который стоил должности Джонсону. Теперь же она демонстрировала невиданный за последние 25 лет уровень общественной поддержки. Тори потеряли бы 90% мест в парламенте, если бы выборы прошли завтра, став чуть ли не маргинальной партией. Из-за возросшего со всех сторон давления несгибаемый Трасс пришлось вернуться к любимой тактике и начать переобуваться в воздухе. Такие развороты на 180 градусов она выполняла много раз на разных должностях, в том числе и когда возглавляла МИД страны. Шаг за шагом она начала латать наметившиеся дыры в бюджете и отказываться от всех тех обещаний, что привели ее на пост премьера.
14 октября она внезапно уволила Квази Квартенга, того самого министра финансов, который за 3 недели до этого представил ее же план. Ну и вручила портфель опытному управленцу Джереми Ханту, стороннику Сунака, который выступал против ее же реформ. И теперь уже Хант начал отправлять в корзину один экономический проект премьера за другим. Причем на следующий же день после того, как Трасс пообещала, что такого не будет. Хант вежливо, но решительно объявил, что стране надо затягивать пояса. Налоги сократят минимально, а некоторые так и вообще повысят. Бюджетные расходы при этом сократятся, ну и в общем будет больно. Рынки стали успокаиваться, а британские политические обозреватели окончательно решили, что отставка Трасс теперь вопрос времени. И оппозиция, и сопартийцы премьера начали открыто говорить, что она царствует, но не правит. Ключевые для экономики и всей страны решения принимает другой человек, ее министр финансов, который с ней и не согласен, в общем-то, в своей политике. Поползли слухи о вотуме недоверия и заговоре против Трасс внутри ее же партии. В истории Британии еще не бывало такого случая. Человека избрали на должность премьер-министра. Он начал реформы, ему быстро надавали по рукам, позвали более компетентного политика и развернули все реформы назад. После такого провала Лиз Трасс просто не могла оставаться в должности премьера, да и вообще политикам после этого быть уже затруднительно. 14 октября таблоид Daily Star начал принимать ставки на то, кто дольше продержится – Трасс на премьерской должности или качан салата «Айсберг» на столе редакции. В газете давали салату 45 дней на то, чтобы сгнить при комнатной температуре. Трасс ушла в отставку на 6-й день. Стоявший под онлайн-камерой салат, которому пририсовали глазки, улыбающийся рот и надели парик, лишь слегка увял. Решающим днем в споре Трасс с качаном салата была среда, 19 октября. По средам британский премьер обычно отвечает на вопросы депутатов в парламенте. И Трасс досталось сполна. Самым частым у оппозиции вопросом был вопрос о том, как она еще может оставаться на своем посту и покинет ли его к Рождеству. Трасс отбилась от нападок противников и объявила, что не покинет должность. «Я не тот, кто отступает, я боец», — сказала она, чтобы совершить последнее воздушное переобувание. Меньше, чем через сутки. Естественный ход вещей ускорили безобразные сцены, которые в среду вечером можно было наблюдать в Палате общин. Министры правящей партии чуть ли не силой заставляли депутатов голосовать против предложений лейбористов, пытавшихся зарубить еще одну инициативу Трасс. Неразбериха среди консерваторов была такой, что лидеры партии, отвечающие за дисциплину при голосовании, давали матерные комментарии газетам и едва не подали в отставку все вместе. От Трасс начали отворачиваться последние союзники. Министр внутренних дел Суэлла Браверман покинула свой пост под надуманным предлогом, намекнув также, что не во всем согласна с курсом правительства. На следующий день к подиуму перед Даунинг-стрит 10 вышла сама Трасс, чтобы наконец объявить о своей отставке. Муж премьера стоял рядом, чтобы морально поддержать ее. Трасс заявила, что пришла к власти в исключительно сложных экономических и политических обстоятельствах и пыталась действовать решительно, чтобы воплотить в жизнь свое политическое видение. Она признала, что не смогла сдержать обещания, которые позволили ей избраться, и поэтому должна уйти. Трасс стала героиней мемов еще задолго до своего премьерства. Если интересно, поищите ее странную речь о сырах и рынках свинины. Но день отставки стал особенно богат на удачные и зачастую горькие шутки. Когда качан салата действительно может пережить премьера, а коту с Даунинг-стрит предлагают возглавить правительство, страна явно переживает не лучшие свои дни. Среди британцев сейчас популярна теория о том, что Борис Джонсон поддержал Трасс во время премьерской гонки, ожидая, что она быстро набьет шишек, а раскаявшиеся соратники позовут Джонсона обратно. Но даже он не мог предвидеть, как сильно Трасс обрушит рейтинг партии, вручив оппозиции почти гарантированную победу на выборах 2024 года. Задачей нового лидера партии станет свести потери к минимуму. Сейчас похоже, что именно Джонсон и Сунак – главные претенденты на пост премьера. Правящая партия срочно проводит выборы, чтобы не позднее 28 октября определиться с новым премьером и вообще своим лидером. Ему тоже придется принимать непопулярное решение, но в первое время отказываться уже не от своих слов, а от слов предшественницы. Возможно, что под нож пустят не только заморозку тарифов на электричество, об этом уже объявили,
ну и давно обещанное увеличение оборонного бюджета. Джонсон срочно вернулся в Лондон из отпуска в Доминикане, и его сравнивают с Наполеоном, бежавшим с острова Эльба, чтобы вновь стать императором. Роль следующего премьера, откровенно говоря, незавидная. Ему придется разруливать все то, что оставила после себя Трасс, но Джонсон, похоже, на это готов. Не исключено, что он пойдет на сделку с Сунаком, чтобы объединить расколотую партию, радикальное крыло которой поддерживает бывшего премьера, а умеренное его противник. Второе пришествие премьера, который покинул пост со скандалом и был объявлен лжецом, не нравится половине страны, но выбор, скорее всего, снова будут делать несколько десятков тысяч пожилых консерваторов из Южной Англии, которые платят партийный взнос и по-прежнему поддерживают Джонсона. Тот факт, что лидер демократической страны уже в третий раз за 4 года сменится в ходе не слишком демократической процедуры, обращает на себя особое внимание. Не лучше ли провести новые выборы? Именно так считают все оппозиционные партии, но у них мало шансов этого добиться. У консерваторов сейчас слишком сильное большинство в парламенте, и, возможно, в этом причина всех бед. Когда ты слишком силен политически и можешь без труда принимать нужные законы, не особо опасаясь последствий, слишком велик соблазн пойти на неоправданный риск. Это доказала как раз Трасс, которая составляла свой экономический план, не советуясь ни с экспертами, ни со специальным надзорным органом, управлением по бюджетной ответственности, который для таких целей как раз и был создан. Самонадеянность погубила ее, как и ее предшественника, который считал, что ему можно без последствий нарушать правила, которые он сам же и установил. В обоих случаях сработал противовес, возмущение людей и страх главенствующей партии потерять положение, поэтому проблемный лидер был быстро устранен. Ситуация с Трасс, конечно, из ряда вон выходящая для британской политики. Но удивительна эта ситуация не потому, что премьер-министр натворил делов и подал в отставку. Лиз Трасс далеко не первый и не последний политик, ушедший из правительства Великобритании со скандалом. Эта ситуация удивительна именно своими темпами и масштабами. Ну и, конечно, удивляет некомпетентность и неспособность спрогнозировать очевидное. Особенно, когда весь мир, включая твоих коллег, кричит о том, что план провальный. До завтра.